На самой границе Черниговской и Сумской области, у берега реки Десна, расположено село с необыкновенным названием Разлеты. Согласно сказаниям, на этой холмистой местности перелетные птицы слетались по весне при наступлении теплой погоды, чтобы разлететься далее вдоль русла Десны, дабы найти пару и дать жизнь новому потомству. Село Разлеты современного Новгород-Северского района Черниговской области впервые упоминается в писаниях, датируемых 1701 годом. В 1866 году в Разлетах насчитывалось 120 дворов с 7 сотнями 94 жителями, сахарный завод, каменная Казанская церковь, от которой нынче осталось совсем немногое, включая воспоминания. Во второй половине XIX столетия на месте ветхой деревянной церкви Покровы Пресвятой Богородицы благодаря пожертвованиям прихожан была возведена новая святыня из кирпича, названа в честь казанской иконы Пресвятой Богородицы. Инициатором сбора средств и постройки Казанской церкви был местный священник Леонтий Новицкий. Одноэтажная Казанская церковь, прямоугольная в плане, имеет единственный вход с треугольным фронтоном и 2 дугообразными фронтонами по бокам. Торцевые части церкви украшены пилястрами. Над полукруглой нишей с треугольным сандриком виднеется поврежденная лепнина в виде цветов. В религиозной культуре цветы служат символом благодарности к Богу и святым. В целом, архитектурное исполнение здания церкви является нетипичным для здешних мест. В пример местному зодчеству можно привести церковь из села Придеснянское, расположенная примерно в 15 километрах от Разлетов. Ссылку на видео прикреплю в описании. Тщательно осмотревшись в просторном запущенном помещении церкви, обнаруживаются интересные детали интерьера. За алтарным пространством имеется пара маленьких угловых комнат, одинаково обладающих 2 арочными проемами, большим с внутренней стороны, вероятно являющимся входом, и меньшим, выходящим в общее пространство церкви. На стенах и потолке местами сохранились элементы росписей. Под ногами лежат большие толстые бревна, составляющие элемент основы пола и сохранившиеся доски, являющиеся его бывшим покрытием. На них до сих пор сохранились рисунки, а также старинные гвозди, коими настил был прибит к бревнам. На обломках кирпича, найденных здесь же, виднеется неразборчивое клеймо, идентифицировать которое, увы, не получилось. После становления советской власти здание церкви было задействовано под хозяйственные нужды, в результате чего был утрачен купол, а, собственно, строение со временем обветшало и, похоже, никогда не реставрировалось. История казанской иконы Пресвятой Богородицы, в честь которой именована церковь в Разлетах, датируется концом XVI столетия, когда город Казань был охвачен сильнейшим пожаром, в результате которого сгорело большинство строений. Спустя некоторое время после трагедии 9-летней девочке по имени Матрона во сне явилась Божья Матерь, указавшая откопать ее икону,
что была схоронена тайными христианами в то время, когда город был во власти мусульман. Сметенный ребенок поведал сон родителям, которые, однако, восприняли это за детские фантазии и, поглощенные проблемами с отстройкой жилья, лишь отмахнулись. Но Божья Матерь приходила к девочке во сне изо дня в день. На третий раз она уже была строга и требовательна, поэтому напуганная Матрона убедила родителей помочь ей с поисками иконы. В указанном Божьей Матерью месте действительно оказалась спрятана реликвия, которая лучилась светом и была безупречной, несмотря на свой век. Вскоре на месте нахождения иконы возвели храм с женским монастырем при нем, где одними из первых примут постриг Матрона и ее мать. Стоит отметить, что Казанская церковь также существует в Чернигове и населенных пунктах Черниговской области, таких как город Семеновка и село Вознесенское. Все они также пережили сложный период во времена советской власти. Лишь в 90-х годах будет проведена реставрация этих святынь, и они возродятся из праха забвения. Все, кроме церкви, из села Разлеты, забытой и брошенной, взирающей на прохожих пустыми оконницами.